мучился внутренними сомнениями, я думаю, что со мной что-то не так. Человек очень самый близкий тебе человек, ты как бы ему врешь все время, получается. Я внутренне уже к тому моменту чувствовал свою готовность к тому, что я могу открыться. Я написал маме смс и написал, что, по-моему, я ей написал просто так, что «Мама, я гей». Для меня это было шоком узнать это. Меня так захлестывали мои эмоции от этого открытия. Я чувствовал себя настолько таким вот незащищенным, настолько вот открывшимся, как будто, ну, не знаю, как открытая рана. Но потом мы с ним встретились, и у нас была возможность поговорить. Мама сказала о том, что меня любит и поддерживает, и в любом случае это ее любовь ни от чего не зависит. Вот. Но я чувствовал, что ей это тяжело. Первое чувство, хочется сразу возразить, что это не так. В этот момент думала, что что-то можно исправить. Очень долго идет чувство вины, очень хочется пообщаться, поделиться, это получается обычно не с кем. И вот этот процесс болезненный. Я как-то на этом даже не акцентировалась абсолютно. Когда мне Ольга сказала, как-то это было само собой разумеющееся. Ну, что это меняет? Он же мой брат. Я стал себя чувствовать гораздо более целостно. Я стал чувствовать, дышать полной грудью. Я на самом деле даже свободнее стал себя чувствовать. Сразу пошла открытость. Я почувствовала, что легче. И Роме тоже, потому что он может со мной поделиться. Я просто советую всем быть честным с самим собой и со своими близкими. И они обязательно поймут, если вас любят. Люди не чувствуют, не понимают, насколько легче и лучше быть открытым. Насколько это приносит энергии, сколько это вот приносит ощущение гармонии с собой и с миром. Well, it seems you have a heart. I saw it once, so I know it's true. You let it out on Sundays when you let it beat me black and blue. Well, you went and stole my heart. I saw it go, so I know it's true. It was a ruby